Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Пасьянс, второй расклад, неожиданности и сюрпризы сентября. Давайте узнаем, у нас сегодня две колоды и новый пасьянс. И я специально создала его картами, которые чуточку покрупнее, чтобы было лучше видно. Ну, мы спросим сначала у карт пасьянса, как они видят неожиданности и сюрпризы. И именно с такими вопросами я создавала этот пасьянс. И потом мы дополним на картах Таро, может быть, они нам дополнят как раз это значение, или вашу эмоциональную сторону дела раскроют, или сферу жизни. Конечно, будем реалистами, мои дорогие водолеи, но я этот расклад делаю чуточку раньше. Обычно неожиданности и сюрпризы у меня выходят ближе ко второй половине сентября. Но здесь я делаю заранее, еще в преддверии сентября, именно потому, что сентябрь буквально с первых дней у нас, ну, вот такая концентрация получается небесных тел, планет, когда сразу несколько игроков, очень важных планет, уходят в ретро-движение. Ну, часть уже в ретро-движение, но к ним постепенно будут добавляться. К примеру, сейчас у нас Сатурн в Рыбах, и это тоже ретро-движение. Но потом у нас как бы конфигурация такая к Сатурну. Еще и ретро-Плутон, еще и ретро-Уран у нас, кстати, еще и ретро-Нептун. И получается, что какой-то вопрос из прошлого может быть нам возвращен на доработку. Или вы сами можете инициировать пересмотр каких-то документов, пересмотр соглашений, контрактов, брачных контрактов. Мы можем в чем-то определяться где-то не по новым каким-то совершениям или событиям. Или если и новые, то они, значит, дополнили какую-то прежнюю историю. А мы как будто должны сделать своеобразный выбор, чтобы двигаться в правильном направлении, с чем-то определиться и после организовать свою жизнь. Я оставлю ссылки в описании под видео, как и на свой сайт, так и на плейлисты к видео. И переходите, читайте, выбирайте, что вам интересно. Есть и планетарные, самые разные транзиты. Есть и Херон в Овне, но это для всех знаков зодиака. Есть и Лилит в Весах, который еще по маю 25 года. Одним словом, такие вот транзиты, как влияют на каждый из знаков зодиака. И это прописано гороскопами. Есть и видео, есть и планетарный гороскоп до конца 2024 года. Ну и, понятно, есть на сентябрь тоже. Позже я сделаю по неожиданностям или как событие до конца сентября еще одно видео. Потому что может быть сентябрь месяц такой, когда много изменится. И то, что было в середине или в начале, совсем не обязательно, что будет в конце. Ну, даже планетарный, поэтому мне интересно. Мы идем дальше. Я уже пошла, и я раскладываю. И первая карта, которая у вас сходится, дорога. И здесь это может быть как переезд далекий, может быть и поездка краткосрочная в определенную местность для того, чтобы решить тот или иной вопрос. Больше ясности как будто добавить. Может быть, это и что-то планируемое. Давайте раскроем дальше, что нам расскажут карты. Я смотрю за совпадающими значениями. Часть из значений вам уже знакома по прежним пасьянсам. Но есть и новые, конечно, с новым смыслом. Замечательно, мои дорогие водолеи. Солнце, буквально солнце. Мало что солнце, так еще и успешное согласование, предположим. Это официальное учреждение. Два значения, два дома в этом пасьянсе. Есть дом, это как наше место нашего пребывания, но это официальное учреждение. Это могут быть и банки в том числе, это могут быть какие-то организации, это может быть ваша работа, но тем не менее, подведя такой вот итог, у каждого какие-то вопросы, согласования действительно словно к радости. Вы чем-то останетесь довольны. Солнце – карта радости, карта счастья, карта возможностей. Но вместе с тем, смотрите, нам еще выпадает вот такое значение. Чемоданчик и крест.
Я вкладывала в этот как бы символ значение, что вы должны уделить внимание собственному здоровью. Здоровью это не значит, что вы заболеете, отнюдь нет. Я больше о профилактике. И поэтому, если вас что-то беспокоит, или беспокоит продолжительное время, значит, нужно идти к врачу, самому не додумывать, а что будет или пройдет само. Нет. Может быть, это рутинное обследование или какой-то визит, к примеру, к стоматологу, который вы должны были пройти, или было что-то другое запланировано, а вы уже какой-то срок пропустили, тогда точно нужно уделить внимание самому себе. Конечно, где-то будет говорить карта, и не рискуй собой, поэтому будьте реалистами. Смотрю, что у вас еще совпадает. И у вас выпала шляпа. Шляпа-невидимка волшебника. Это где-то как прообраз мага, но не совсем. Когда выпадает шляпа-невидимка, это можно воспринимать как совет. Может быть, будут в течение первой половины сентября такие вопросы, когда вам нужно словно быть невидимым. И согласитесь, когда нас люди запоминают хорошо, или когда запечатлится ваш образ у человека конкретного. Чаще всего это когда с нами, ну, где-то или нам сопутствует либо яркие эмоции, может быть, даже какой-то восторг, или наоборот, может быть, конфликтная ситуация, когда мы кому-то что-то доказываем, не согласны, то есть мы проявляем самого себя. И в этом нет ничего плохого, но когда выпадает эта шляпа-невидимка, как будто нужно держать нейтралитет. Не высказывать где-то своего мнения, своего отношения, не пытаться, может быть, в некоторых ситуациях брать на себя ответственность. Больше нейтралитет. Видимо, может быть, будет, ну, как обстоятельства, когда нужно принять реальность, что я на данный период времени могу чего-то не видеть. Может быть, мои дорогие водолеи, для кого-то это проиграется как новое окружение, новый коллектив. Вы еще не знаете, кто чем дышит, как могут быть восприняты ваши слова, кто какие подножки потом может поставить, кто, может быть, искренне обрадуется, или у кого какой шаблон в отношении вас сложится. Поэтому держите нейтралитет. Вы можете и оказаться среди людей, ну, не все же лояльно относятся к нам, это действительно реальность. И поэтому главная задача себе не навредить. Не навредить себе буквально, куда-то поторопившись, да, у нас все-таки чемоданчик выпадает, и поэтому берегите себя. Берегите себя, к примеру, если вы даже, вот у вас дорога, да, не превышайте скорость, к примеру. Потому что на дороге, увы, не все обладают культурой вождения, и кто-то ездит как попало. И даже при том условии, что вы ас, предположим, или вы ездите очень аккуратно, вы соблюдаете правила. Но мы никогда не знаем, с кем мы столкнемся справа и слева, правда? Поэтому берегите себя, это правда. Что нам еще расскажут карты? Попутно смотрю, что у вас еще могло совпасть. Вот смотрите, у вас выпадает пара. Именно союз. Вот эта прекрасная пара, когда двое словно встречаются, или пусть это танец, девушка, женщина в шикарном платье, в пышном такой, и джентльмен. Имеется в виду по этому значению какие-то отношения, когда вы человека уже знаете. Это не есть совсем новое знакомство, но, может быть, какие-то отношения развиваются. Или, если вы были на расстоянии, у кого-то проиграется, вы будете планировать встречу. Или вы, возможно, встретитесь снова, а может быть, это вместе куда-то поедете. Но определенно есть какая-то личная история, мои дорогие, которая будет продолжаться. Может быть, у кого-то по личной жизни. У нас выпадает все же как официальное учреждение и Солнце. Вполне вероятно, что вы будете продумывать, как какую-то дружбу или прежнее знакомство перевести
но в какие-то более серьезные отношения. Может быть, вы будете собирать документы или готовиться к чему-то такому. Прекрасное значение, мои дорогие. Может быть, вы столкнетесь еще и с какими-то людьми. Вот я к шляпе волшебника-невидимка. И если мы говорим об официальных учреждениях. Правда, мои дорогие водолеи, держите, ну, какую-то гармонию в собственной душе, не поддавайтесь на, может быть, провокации других, когда могут так это подначивать, да? А для кого-то ведь, правда, вот я не заметила, теперь я вижу. Кто-то будет или задумается оформить отношения. Кольцо – это прочный союз. Конечно, кольцо, прочный союз может означать не только личную жизнь, это может быть и какое-то партнерство по части работы, вполне вероятно, причем такое не просто надежное, а я бы сказала перспективное, потому что между двумя символами кольцо и вот это официальное учреждение как раз связующим звеном является Солнце. Тут словно какой-то союз на небесах. Или партнерские отношения, почему нет? Это те люди, которые вас поддерживают. Это или те люди, на кого вы можете понадеяться, кому вы можете свои мысли доверить, может быть и так. Но в отношении всего остального социума, ведь по кольцу это не бывает много людей. Так вот у вас шляпа выпадает, потому что, видимо, так немножко фильтровать вам придется ваше окружение. Может быть, в принципе, вы меняете окружение, потому что кто-то меняет работу. У кого-то из вас официальное учреждение может говорить как и о новой работе, так и о новой должности. И когда карта Солнца выпадает, ведь значение, точнее, Солнца, это еще наше эго. Эго, когда мы в себе самоуверены. Ну вот, может быть, нам карты и говорят, ты самоуверен, у тебя, правда, сейчас что-то получается, но не будь самонадеян. Не все ровно дышат, может быть, в отношении вас, кому-то что-то может не нравиться, и поэтому буквально ситуацию конфликта какую-то не создать. И, наверное, в завершении нашего расклада, посмотрите, правда, если дорога сама по себе дорога или какой-то путь, перемещение, а в конце тоже своеобразная дорога, выпадает значение корабля, причем сам сложился, вот я только что заметила. И это символ перемен. Для тех, кто из вас, например, занимается торговлей или сферой услуг, но тоже вы услуги кому-то предоставляете, здесь может быть больше клиентов, больше денег, какой-то прогресс по вашей работе. Но это еще и образ перемен. Какие-то перемены. И значит, середина сентября каким-то движением в сторону изменений, может быть, изменений как и по работе, так и у кого-то в личной жизни. Переложите где на себя, где у вас сейчас больше идет какого-то движения. И планетарно ведь нам тоже говорят, что как бы по планетам, либо у кого-то из вас больше будет проигрываться в сентябре и в период осени личная жизнь, а для кого-то будут именно свершения по части вашего труда, занятости, должностей, может быть, новых, когда вы прежде, к примеру, вы не думали, что вы будете делать карьеру. А здесь, если Водолей себе поставит задачу, вы будете к этому идти. В принципе, нет ничего невозможного. Но, видимо, методы, вот опять же, это шляпа. Ведь, по сути, это маг, это волшебник. И разгадать планы волшебника невозможно. Вот и вы будете магами и волшебниками, мои дорогие водолеи. К этому символу, я думаю, стоит прислушаться. По крайней мере, ну, как-то себя вот так вот переоценить. Наверное, какой-то нейтралитет, повторюсь, будет более полезным, нежели, знаете, как правда какая-то, которая брошена как мокрое полотенце. Вот это точно. Не навредите себе. Пока с вами разговаривала, еще раз все проверила, не вижу совпадений. Вижу совпадение, мои дорогие. У кого-то переезд очень далеко. У вас совпадает ключ и дорога. Вот сама делала пасьянс, но, видимо, еще знаете, как он новый совсем. Вот эта первая серия видео выходит. И еще либо глаз не набит, либо рука. Что-то одно из двух. Но когда ключ и дорога, это вот далекое какое-то расстояние. Может быть, это и работа, к примеру, командировки далекие.
У кого-то это с личной жизнью все же может, еще и кольцо переплетается. У кого-то это кольцо, ну, релокация офиса, потому что вы ценный сотрудник или вам что-то предложено, но для этого тоже нужно переехать куда-то. Или вы, мои дорогие водолеи, осваиваете какую-то науку, может быть, это тоже предыдущий период вы этим занимались и ставили перед собой задачу работать из любой точки мира. Тогда вот если для кого это актуально, у вас как будто первые шаги вот как раз в сентябре могут и получиться. Или какой-то удачный контракт вы можете заключить. Вот есть тут все же для тех, у кого работа не на последнем месте отнюдь, есть перспективы, причем очень хорошие. Ну, вроде бы все озвучила. Ладно, пойдем вперед, дополним картами Таро. Если я что-то увижу, я скажу. Но мы продолжаем нашу тему неожиданности и сюрпризы. И 3 карты неожиданности для водолеев на сентябрь. Рыцарь мечей. Ну вот тоже карта. Бунтарь без причины называется. Пусть не в этой колоде, но все же. И она очень хорошо характеризует. С одной стороны, неожиданности. У кого-то это могут быть проверяющие, правда. Но это могут быть также те люди, которые нам пафосно преподносят какой-то проект и где-то склоняют к участию в нем. Но тут нужно отделить зерна от плевел, потому что то, что вам подается как идея, содержание может быть совершенно иным. Или дорога в никуда может оказаться. Поэтому, с одной стороны, эта карта говорит, кстати, о сдерживании собственных эмоций. Мы сами не должны походить на бунтаря без причины. Поэтому эмоции явно не в плюс. Но и если мы положительный момент по этой карте, потому что всегда она звучит как совет, будь реалистом. И не просто реалистом, а быть честным самим собой. Правда, ничего кроме правды. Поэтому, если вы оформляете документы, перепроверяйте их. Если это документы банковские, значит, тоже нужно как-то все подвести, ну, к какому-то знаменателю. Не должно быть надежды на авось. Если вы по здоровью, тогда вы тоже должны действительно разобраться. Если что-то беспокоит, нужно идти к врачу, потому что только доктор может объективно оценить ваше состояние здоровья. Вы можете ориентироваться только по самочувствию, но отнюдь это не всегда говорит, что же есть объективно. Поэтому в неожиданностях здесь у каждого по-своему. Может быть, это еще и карта где-то говорит о том, что тебе придется, водолей, что-то согласовывать с юристами, если мы говорим о правде. Или знать точно, как в отношении тебя работает закон. Значит, будут какие-то нюансы. И если мы даже о переезде, значит, нужно проверить все документы. Не должно быть какого-то, вот знаете, как ляпсуса, который вылазит словно не теперь, а попозже. Вот на это ориентирует нас карта. То, что мы на данный период времени можем быть самоуверены в себе, а если мы сталкиваемся с ситуацией такой, когда или вот пусть мы говорим проверяющий, или контакт с каким-то человеком для вас новым, держите руку на пульсе. Мы ведь не знаем, какого отношения он к нам или какие задачи перед собой ставит человек. Поэтому вот эта шляпа невидимка, она тоже помогает. Неожиданности. Еще один рыцарь. Где-то 2 рыцаря подтверждают тот факт, что перемещения будут. Как и к вам, так и ваши кому-то. Но рыцарь Пентакли у нас едет медленно, и чаще я называю эту карту марафонский забег лет на 10-20. И это Пентакли, стало быть, это заработок, поэтому по части работы или откуда к вам приходят деньги. Могут быть как и новые должности или новая работа, кто это ищет, или какие-то новые условия для вас могут быть совершенно иные или с более лучшим качеством. И карта нам как раз советует уделить внимание тому, что надежно, потому что вы можете словно закладывать основу уже в сентябре последующих ваших свершений. Может быть, это через людей, тот человек, с которым вас еще столкнет судьба. Или, если мы говорим по работе, вы тоже определяетесь, но где-то примите во внимание, что у вас должно быть тоже что-то слажено. Пусть даже если вы в последующем эту работу поменяете, но, к примеру, от вас или по вашей персоне могут делать запросы, узнавать, какой вы были специалист. Эта практика сейчас практикуется во многих странах, поэтому как будто ваше вот нынешнее поприще,
оно тоже должно как-то красиво выглядеть, понимаете? Для кого-то это может быть, опять же, подсказка. Вы как стартуете перед марафонским забегом. Неожиданности. Вот, пожалуйста, еще и колесо фортуны. Это сама по себе карта неожиданностей. Поэтому, может быть, вот эти два рыцаря. Есть какая-то динамика в целом, как в виде перемещений, может быть, каких-то дорог. Или по работе, или по личной жизни, или срочно в какой-то вопрос нужно включиться. По колесу фортуны мы не можем чего-то оставить на потом. Иначе потом самого по себе шанса может не быть. Поэтому я бы сказала, первая половина сентября может быть достаточно динамичной. С одной стороны, как по вашим планам, так и еще где-то и по событиям извне. И здесь у каждого по-своему, потому что старший аркан колеса фортуны, да, в этой колоде это добрая карта, которая говорит, что ты не можешь потерять свой последующий успех. Но от твоих правильных действий будет как раз зависеть, получится у тебя удержать вот эту рулетку судьбы. И держать ее надо ближе к штурвалу. То есть этим надо руководить. Этим процессом как-то нужно управлять. Правильно оценивать реальность и, может быть, задавать себе вопрос, будет ли для меня это иметь значение. Если через 5 лет, через год, через полгода, ну, как-то видеть это в какой-то перспективе. Все те дела, которыми вы занимаетесь, тех людей, может быть, с которыми вас сводит теперь судьба, ну, быть прозорливым, как минимум на пару шагов определенно стоит. Сюрпризы. Какая-то любовная личная история, сама по себе карта как сюрприз. Это может быть и подарки, приятные эмоции, комплименты, хорошее настроение. Ну, может быть, и по части личной жизни тоже какие-то либо бонусы, либо известия, либо путешествия, мои дорогие. Сюрпризы. Но по этой карте у вас уже третий рыцарь выпадает, поэтому, правда, скучать будет некогда. Но по рыцарю кубков мы радуемся моменту. И карта говорит, учись радоваться моменту. Мы тут не загадываем что-то на очень продолжительный период. Это в том случае, если у вас состоялось какое-то знакомство, может быть, недавно. То тогда, мои дорогие водолеи, не педалируйте ситуацию, не давите на человека, чтобы как будто ты должен с чем-то определиться. Нет, вот тут не должно быть никаких догм. Первое, вот по этой карте, и в первую очередь в личной жизни. Восьмерка мечей, как догм не должно быть, радоваться моменту, так себя из-за подобных мыслей, может быть, и не загонять вот в такое пространство, когда кажется, ну, вы начинаете сомневаться, ведь в этой карте нет ничего из реальности. И сама она не про реальность. У девушки закрыты, завязаны глаза, и то, что нам показано на карте, она представляет. Это карта внутренних сомнений и страхов. Все. И открой глаза, сними эту повязку, нам только говорят. Поэтому не устраивайте себе глубокую философию. Она вас уведет куда-то очень далеко, и всегда в этот колодец бездонный отрицательных эмоций легче опускаться, а вот выкарабкиваться значительно сложнее. Поэтому будьте реалистом, мои дорогие. Каковы же еще сюрпризы? Тут как будто вы можете засомневаться в том, что развивается хорошо. И может быть именно потому, что вам хочется больше уверенности по каким-то отношениям. Уверенность придет, потому что третья карта королева Пентаклей, но нам говорят всему свое время. Какой-то проект должен созреть, буквально, будь то личной жизни. Ну, созреть имеется в виду отношения, развиться, ну, до какого-то определенного уровня, чтобы вы сумели, к примеру, понять друг друга лучше. Или, если мы говорим про работу, творчество, кстати, королева Пентаклей, она как раз у нас креативит постоянно, и сначала какой-то проект, она его только задумывает, а потом воплощает в реальности. Вообще по королеве Пентаклей проходят люди достаточно надежные. Это те, которые надеются сами на себя. По королеве Пентаклей это та, которая умеет из хаоса создать порядок. Которая с нуля может сделать какое-то благополучие, обустроить дом, чтобы хотелось приходить в этот дом. У кого-то, может быть, и буквально проиграется человек, который имеет либо асцендент, либо по солнечному знаку зодиака. Это Телец, Дева, Козерог, земные знаки. И часто по этой карте у нас проигрываются также еще и близкие. И мы к полу карты не привязываемся, мои дорогие. Поэтому это олицетворение благополучия и реализации проектов. Поэтому у вас все равно что-то получится.
Давайте карту совет. Пара. И поэтому для тех, кто один или одна, мои дорогие водолеи, определенно в сентябре вам судьба может подарить либо развитие отношений тех, которые уже, может быть, сложились, или вы были знакомы. У нас ведь тоже пара выпала. Одна колода дополняет другую. Если вы человек семейный, значит, вы сообща, как на одной волне, что-то сделаете очень хорошо, очень правильно. И, знаете, будет царить взаимопонимание, согласие. И тогда не разрушайте ваши отношения какими-то ненужными предубеждениями. Не ищите черную кошку в темной комнате. Ее там нет, вот об этом карта. А как раз учитесь радоваться тому моменту, который вам приносит что-то доброе. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема. Но и для тех, кто один или одна, хватит сидеть в ожидании. Значит, нужно продумать. Может быть, у кого-то путешествие, у кого-то какой-то проект, может быть, задумать и пойти, может быть, на курсы учиться. Поменять свой социум, расширить как бы собственные горизонты или оказаться в новом коллективе. Но каким образом? Вы можете еще познакомиться. Продумайте, мои дорогие водолеи. Но сольный вариант, похоже, не для вас. Перекладывайте на себя. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.